Всем привет! Это снова «Лица волейбола». И сегодня у нас особенный выпуск. Эта программа для нашего проекта станет юбилейной, 40-й. По этому поводу мы приехали в город на Неве для того, чтобы сделать программу про лучшего либера мира. Итак, Женя Гребенников, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата России в составе команды «Зенит» из Санкт-Петербурга, гость 40-го выпуска проекта «Лица волейбола». Ну что, всех с праздником, мы начинаем. Жень, привет. Привет. Давай начнем, наверное, с актуального. Тема здоровья, как вообще самочувствие, потому что в финальной серии получил травму. Как сейчас себя чувствуешь? Получше. Конечно, травма, к сожалению, получила в полуфинал. Тяжело было восстановиться, но это бывает, это жизнь спортсмена. Через боль играл финал. Ну, в таблетке все возможно сделать. Бились до конца и на максимум всегда играл для команды. Давай тогда вот про этот матч и поговорим. Финальная серия. Ты много везде говорил, что есть мечта выиграть золото чемпионата России. В этом сезоне максимально близко ты к этой мечте подошел. А насколько сложно, давай, наверное, поговорим про матч, когда ты не принимал участие. Насколько сложно, когда твоя команда борется, скажем так, вот за твою мечту, которую, да, ты озвучил, а ты за счетами смотришь и, ну вот, не можешь помочь именно физически. Да, у меня всегда мечта выиграть золото. Просто для меня это самое хорошее место. Медали это очень хорошо тоже получать, но типа у тебя твоя миссия не до конца сделана. У меня всегда вот это желание победить, просто такое чувство, когда ты выигрываешь золото, она вообще нереальна, и ты типа думаешь, ну вот, работу сделал. Можешь спокойно спать. А когда не получится, всегда ты думаешь, мечтаешь, что лучше надо сделать, как можно выиграть вот это золото. Стараешься каждый день на тренировку, каждый год работать, увеличить твой уровень. Иногда-то невозможно, просто тоже соперник есть, который тоже это вот правда. Это мечтает и хочет выиграть. Конечно, первая игра, которая в Казани, когда я не играл, мне вообще всю жизнь, всю карьеру очень тяжело быть на скамейке. Просто у меня больше типа такой стресс начинается. Просто ты ничего не можешь сделать, просто с голосом кричать, поддерживать ребята. Очень тяжело, особенно когда команда проигрывает. Это вообще очень тяжело. Я потом сразу сказал Романович, вторую игру я играю. Я больше так не могу. Честно, очень тяжело. Я помню, аж в начале карьеры, когда я начинал, я был доигровщик. Я 4-й был, 5-й доигровщик из команды. Я после 2-3 игры на скамейке, у меня 18 лет было, я отцу сказал: я хочу играть. Я хочу играть. Что мне сделать, чтобы быть на площадке? Он мне сразу сказал: будь либеро. И у меня вот эта сенсация была против Казани. Я думаю, я хочу играть. Что мне сделать? Мы сразу с доком нашли таблетку, чтобы обезболивающее было. Страв все сделали и вперед. Просто еще таким весь сезон боролись, чтобы попасть на вот этот финал. И желание было на максимум, и я не хотел ее пропускать. Вообще, когда приехал в Россию, удивила ли тебя путаница с твоим именем? Да, у нас в России есть Евгений. Да. Я уже знал, что несколько людей будут мне говорить Евгений. Просто когда я приехал с родителями на каникулы к семье, и когда ехали тоже в Казахстан, я иногда-то слышал Евгений. И я вообще не понимал. о чем речь. Вообще не понимал. Я уже слышал Евгений в жизни. Я думаю, пап, я не понимаю, почему меня люди Евгений называют. Я говорю, ну это так. У тебя Евгений Борисович. Я говорю, я вообще не понимаю, почему. Я хочу Женя, я Женя. И теперь привык, конечно, что мне Евгений иногда-то... Ну, мне не очень нравится. Мне больше нравится Женя. Я привык к Жене, это вот это мне все... В паспорте Женя написано. В паспорте у меня паспорт французский, Женя написано. Господа, это Женя Гребенников, запомните это. Вот, хорошо, давай тогда тему русского чуть продолжим. Ты игрок сборной Франции, да, и ты, ну, мне кажется, феноменально разговариваешь по-русски.
Ну, стараюсь, ну, просто когда родители приехали во Францию, мой отец приехал на работу там, чтобы играть в волейбол, Мгм. и потом они решили, у него год контракт всегда был, каждый год Продлевал. продлевал, Мгм. ага, он сказал, ну вот, ребенок приходит, сейчас Женя родился во Франции, давай мы останемся, нам здесь хорошо, и вот каждый год продлили контракт, продлили, потом он стал там тренер, и я там вырос, там ходил в детский сад, у меня старший брат 7 лет, тоже уже начал разговаривать по-французски. Мы по-русски разговаривали дома, я, наверное, когда молодой был, младше, получше чуть-чуть, думаю, разговаривал, просто мы дома всегда по-русски, просто мои родители по-французски не разговаривали, мы только по-французски разговаривали, ну, в детский сад, в школе. То есть с детства ты Да, именно по-русски? да, говоришь? только по-русски дома. Просто моя мама и папа по-русски разговаривают. И это, что французский, я только его выучил, в школе. А тяжело перестраиваться? Теперь теперь нет. Просто я иногда-то думаю по-русски. Просто когда я дверь открываю дома, я сразу по-русски думаю. Это. Просто мне не нравится с родителями по-французски. Просто, у них акцент, когда они по-французски разговаривают, как у меня по-русски. И мне проще с ними по-русски разговаривать, чтобы не забывать. И они всегда вот это держали дома. И, с братом мы больше шутили, просто нам нравятся шутки по-французски. Нам проще были. Просто иногда-то шутки по-русски, я их не понимаю. Если я посмотрю фильм по-русски, комедию, я не буду понимать, где шутка. Стараюсь теперь побольше понимать теперь. Вот. Как вообще ты относишься к комплиментам? Вот когда слышишь про твою игру, вот какой Женя, как вот это все? Говорю спасибо и ухожу. И уходишь. Хорошо. Тогда я достану и буду цитировать тех людей, которым ты, что-то, мне кажется, не мог сказать спасибо и уйти. Начнем с Владимира Олекна, который на одном из интервью сказал, что у нас в команде играет лучший либеро мира, и что команда с Женей без Жени — это два разных коллектива. Спасибо большое. Он мне тоже после финала, когда проиграли, тоже сказал, тяжело было оставаться ровно, знаешь, очень приятно, конечно, стесняюсь чуть-чуть на это. Смущение появляется определенно. Чуть-чуть, да. Как маленький ребенок, типа, окей, я пошел. Хорошо, ты говоришь о том, что ты такой эмоциональный человек, да, на площадке, дарить энергию. На площадке. Да. Я именно про площадку сейчас. И вот как раз Владимир Романович говорил о том, что Женя — это такой мотор команды и даже такой командообразующий энергетик. Вот, Жень, такие регалии, 2 Олимпиады, ты легионер, да, ты приезжаешь, ты на площадке все показываешь. Вот эти эмоции — это желание помочь команде или просто ты по-другому не умеешь? По-другому не умею. Просто если я не улыбаюсь, если я не разговариваю на площадке, если я не... Иногда-то я много, знаешь, слышно меня, звук слышно всегда. Думаю, не так все просто. Но если я вот это не делаю, это не я. Знаешь, ты сразу увидишь по меня, что-то не идет. Что-то не то. Да. Это просто, чтобы тоже я себя хорошо чувствовал, чтобы хорошо делал прием, пас, защиту, чтобы это мне помогает тоже все вот это снять из меня, чтобы я, лучше был. Мне вот это нужно. И я всегда вот так был. Это на тренировке я также, на игре я также. Это мне очень помогает, и я не могу быть спокойнее, это не Женя. У нас в стране есть еще один классный либеро. Вот. С недавних пор он уже тренер, и он чемпион России. Это Алексей Вербов. Да. Алексей Вербов про Женю Гребенникова в одном из интервью сказал, что это человек с другой планеты. Жень, что это за планета такая? Расскажи нам, пожалуйста, на которой тебя видел Алексей Игоревич Вербов. Я не видел это интервью. С другой планеты, не знаю, если с другой планеты, но я просто
делал мою работу, задачу, как я ее чувствую. Типа, я не просто хочу сделать прием, защита, несколько раз пас. Я хочу дать что-то больше на вот эту позицию, либеру. Просто мы думаем про прием, защита и все. А доигровщик, он должен думать атака, блок, прием, защита. Иногда он пас делает, подачу. У него вообще концентрация должна на это быть. И это я стараюсь тоже помогать моей команде, чтобы была энергия между нами, и чтобы мы все вместе всегда были. Просто у меня, я не должен думать, как они думают. У них вообще фокус на игру. И я могу иногда-то помогать им на это, и чтобы все вместе. Просто не надо забывать, что это коллективная игра. Мы говорим о позитивных каких-то, да, комментариях в качестве великих, да, людей в нашем спорте. Часто меня негативный, да? Нет. Ну, я, честно говоря, не слышал, надо было поискать. Ну, ладно. Нет, на самом деле, негативные комменты, вот когда болельщики пишут, там, проигрывают и так далее, ты вот на период своей карьеры, насколько болезненные были какие-то такие вещи? Вообще читал, не читал, там, когда, может быть, начинал? Читал про команды иногда-то. Было в карьере, конечно. Я не знаю, если это тебе помогает, но я знаю, что несколько игроки, которые у меня были в команде, я не в России разговариваю, а про типа в Италии, когда я был в Германии, были, знаешь, просто там тоже много болеют за волейбол. Были несколько раз, я видел, что у несколько людей это типа, настроение сразу не прокатывает. Несколько людей читают, просто несколько раз у тебя, сезон не получается. Командный и тоже индивидуальный. И, видно, что человек расстроился сильно. И ты стараешься помогать и говоришь, думай, как я всегда думал, позитивно. Вот эти люди, тебя их не знаешь, и они вот это используют, чтобы, неприятно было. Оставь их жить. Это их, наверное, удовольствие что-то негативно писать. А твое удовольствие быть на площадке, играть. Это нормально. Мы же спортсмены, мы должны вот это брать на себя. Просто это у всех вот так, у всех спортсменов комментарии негативные, позитивные. Ты должен жить вот это. Когда ты подписываешь контракт, ты же знаешь, что люди на тебя смотрят, приходят, платят деньги, чтобы на тебя смотреть. Это нормально, что иногда-то они могут быть недовольны. Это жизнь, это так бывает. Вопрос. Женя Гребенников, он вообще может когда-нибудь не улыбаться? Я вот сейчас на тебя смотрю, ты рассказываешь о волейболе, ты улыбаешься, ты расскажешь о позитивных моментах, ты улыбаешься. Иногда так, если я не улыбаюсь, мне несколько раз тренера в моей карьере говорили, я просто иногда-то им отвечаю, и у меня концентрация сейчас идет, чтобы вернуться в игре иногда-то. Или я иногда-то вижу, что есть важные моменты, где ты не можешь всегда ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот так. Ты должен иногда-то тоже серьезно быть и фокус быть на игру, просто ты увидишь, что это момент очень важный. И да, есть иногда-то, когда я не улыбаюсь. Но когда я не улыбаюсь, это что, есть проблема какая-то. Или проигрываю, или что-то не идет. Поговорим сейчас о парне Жене Гребенникове. Игрок сборной Франции. Да. С достаточно не французским именем, как будто бы. Да и фамилия, честно говоря, не сильно зарубежная какая-то. Вот. Давай для тех, кто не в курсе. Женя Гребенников. Как так получилось, что Женя Гребенников, вот такой вот замечательный парень, игрок сборной Франции, как вообще все это произошло? Я родился во Франции, родители пришли, отец играл в волейбол, он пришел в Рен, он начал там как игрок, закончил карьеру. Потом моя мама там тоже была тренер для детей. Они решили там остаться. Я родился, там вырос. 25 лет, по-моему, папа проработал вот именно в структуре этого клуба. Игрок, тренер, да? Да, он в 2 клуба там был. Один, где там как игрок, и потом он был тренер и игрок. У него там тоже много знакомых, которые приезжали там, тоже в волейбол приходили играть во Францию. И там, группа сформировала, мы решили остаться там. Он тренер стал, и потом я с мамой сначала чуть-чуть занимался волейбол, с братом тоже. И потом, когда у меня было 18 лет, я попал в группу от моего отца, он там тренер от Рен был, и сразу карьера началась там. Я уже, когда у меня было где-то 16 лет, я уже с ним
начинал тренировки профессиональные, просто когда у меня было 16 лет, его поставили старший тренер, первый тренер от команды профессиональной, и он мне сказал, давай, Женя, вперед со мной. И там начал тренироваться с ним, мне очень понравилось, уровень неплохой у меня был, желания много было, и 18 лет там контракт подписал. И началось все вот это в клуб играть, потом в сборную мне позвали, и вот это что я играю за сборную Франции. У тебя папа советский волейболист, и про него написано следующее. Универсальный игрок. На какой позиции папа играл? Везде. Он мне сказал, что он везде самый сильный был. Особенно на блоках. У меня вообще блок нет. Я вообще не умею на блок. У него блок хороший был. На прием, по-моему, нормально. На защите я 100% лучше него. А так у него хороший был. Я чуть-чуть вспоминаю его, когда он играл. Ну, больше, когда он играл пляжный волейбол. Просто он в клубе играл. Когда ты маленький, после одну партию у тебя уже другие мысли, ты уже идешь, побегать ищешь, куда-нибудь, мяч, ищешь друзья, ищешь, чтобы поиграть с ними. Что мне нравилось, что я вспомню, это во Франции у нас много турниров 3-3. И там много профессиональных игроки ходили, и там прайс-моне хороший был, там можешь телек выиграть, деньги выиграть, велики выиграть. И вот это очень знаменитый во Франции, и я вот это помню, что он очень сильно был на пляжный волейбол 3-3, у него там получилось хорошо, много выигрывал. И у меня от этого тоже желание пришло в волейбол играть, просто мне очень нравилось, что он делал, он везде, хорошо играл. Продолжим вот этот блок, больше там посвятим папе и твоему коннекту с ним, да? Правда ли, что вот папа сыграл ключевую роль, чтобы ты именно пошел в волейбол? Не в волейбол, а в либеро больше. В волейбол это больше семья. У вас такая, да, все играют, да? Все играют, я все вид спорта коллективные, индивидуальные. Да, игровой у тебя был хоккей, футбол, да? Да, сначала я один раз попробовал индивидуально, это дзюдо, вообще не понравилось. После недели я сказал маме, мне не нравится. Баскетбол понравилось, футбол очень понравилось, тяжеловато было. Уже у меня где-то я начал, мне было 13 лет, я уже видел, что другие намного сильнее меня, и мне нравилось, не очень, прям как волейбол. У меня понравился очень хоккей. Хоккей мне очень понравился, просто я фильм посмотрел, не помню, я не знаю, если ты помнишь, что это фильм Mighty Ducks. Я сразу посмотрел, я сразу пошел отцу, сказал, клюшку не купил. Клюшки. У меня на ролике на улице я был, ролики купил и клюшку купил. И вот так через стену бил, и потом на каток пошли, и там записался, и прям влюбился в хоккей. И когда у меня 15 лет было, 15-16, когда моего отца главный тренер поставили, отец мне говорит, уже пора решать, что делаешь. И я уже знал. Это просто мне жалко было. Просто, знаешь, в хоккее очень все дорого. Коньки, касков, очень все дорого было. И у меня все новое было просто после, я где-то 6 лет играл. У меня последний год все новое было. Просто, каждый год мы что-то покупали новое. Мальчик растет. Да. И просто мне жалко было, бросать хоккей. И решил, я увидел, что шанс есть, как мой отец, тренер главный, может мне помочь попасть в профессиональную команду, просто у меня всегда была мечта быть профессиональный игрок. Да, где-то в одном из интервью ты говорил о том, что у тебя друг вратарь. Он не друг, он типа знакомый, со мной был, да. Во Франции он был вратарь, но он старше меня был. Да, он в сборной. Он был в сборной. Сейчас не знаю, если еще в сборной, я не смотрел. И он сказал, что Женя Гребенников, у него очень хорошие данные, он и в хоккее был бы в полном порядке. Да, проблема-то, что у меня скорость хорошая была, по технике. У меня что хорошо у меня получалось, это что я высокий был, а в волейбол я вообще маленький был. И когда я в хоккей приходил, я с коньки, все, я намного выше, чем другие. И на защите мало получалось, просто скорость хорошая была, по технике не идет. Ребят, в волейболе техника перфект просто. Это просто... Я видел, что во Франции хоккей не очень... Не как в России. В России вообще в хоккее везде очень хороший уровень, во Франции не очень такой. Это мне проще было в волейбол пойти. Но отец, он больше
как я тебе рассказывал, он мне сказал, не в волейбол, это не он мне сказал, иди в волейбол, это просто у меня сердце, семья, ну... По-другому нельзя было. Ну вот. Я знаю, что они бы сказали, ну жалко, что ты на волейбол не пошел. Я не хотел вот это. И потом, ну, он типа мне подсказал, если ты хочешь играть в сборной Франции, в хорошие клубы, На уровне. на уровень хороший, ты должен быть либеро просто, как доигровщик. Ты получится, но не, ты в сборной не будешь, он сказал. Вообще сложно, когда папа тренер. Очень сложно. И причем ты где-то говорил, что папа такой достаточно суровый у тебя. Даже жестокие слова я читал такое. Первый год, да, тяжело было. Это нормально. Я потом понял сразу, что он очень добрый со мной был. Ну, иногда-то, да, он должен быть жесткий. Безусловно. Он со всеми был жесткий, когда надо. Но что мне понравилось, это, что я понял после 1 года, это, что он здесь, чтобы мне помочь. Он не будет мне говорить... Все классно, когда не классно. Да. Просто несколько тренера, которые, есть, бывает, они могут тебя обманывать. А это мой отец, зачем он мне будет обманывать? Он будет всегда мне честно говорить. Просто он хочет, чтобы я лучше стал. И это я понял после, несколько месяцев. После этого у нас, после года, прям все пошло отлично. Я иногда говорю, иди сюда, вот это делай. Он понял, что со мной это не работает. Играй. И потом посмотрим, будем говорить, как можно лучше стать. Но это мне очень помогло. Просто если я бы не с ним был, наверное, у меня бы не получилось. Не получилось, просто он мне дал шанс. И когда тебе отец дает шанс, у тебя, больше стресс. Ну, понятно. Нельзя подвести. Да, он мне дал шанс. В другой клуб, наверное, мне бы не дали шанс. Я не знаю вот это. Можно ли сказать, что вот эта ситуация, что ты играешь еще и за папу, да, она такая двоякая, да, с одной стороны, папа где-то, может быть, даже свою карьеру уже делает ради тебя, да, чтобы вырастить классного игрока. Я думаю, да, такая ситуация была, конечно. Вначале, когда мы подписали контракт, мы решили с ним пойти в другой клуб, в Пуатье, где там хорошо развивают молодые игроки, и там мы уже были в офис с директором, с ними, мы говорили, все, вперед, Жень. И я помню, что мама говорит там на ужин, говорит, а что, Женя уходит, в Пуатье едет. И мы смотримся вот так с папой, и потом за 1 день папа приходит и говорит, нет, Женя, ты остаешься. Разорвали контракт. Все. Мы аж не подписывали, у нас был контракт. Он говорит, нет, ты остаешься. Мы что? Я говорю, да, давай, я остаюсь. И просто у меня было тоже комфортно быть дома. Просто дома я знаю, что отец будет помогать, мама здесь всегда будет, друзья, учебы. А там я пойду в другой город, 18 лет, не знаю, что там будет. Окей, там будет волейбол, как я себя там буду чувствовать, не знаю. А у тебя ответственность была, что там нам надо выиграть, потому что папа главный тренер, его не могу подвести? Нет, просто у нас клуб был, который... Надо было выиграть, не золото, мы не играли за понятно, золото. Да, я знаю. Надо было, чтобы он не расстроился. Это на максимум. Это важнее было. Это самое важное, когда ты, удовольствие получал, просто публика на тебя смотрит. Конечно, есть, я жил мою жизнь, которую я всегда хотел, да, мечтал, когда я маленький был. И еще у меня отец тренер, и ты хочешь, чтобы публика, клуб весь довольный, что команда выиграет, особенно, когда ты домой приходишь, мама довольна, брат довольный, отец довольный, это тебе еще дает больше, знаешь. Это не просто, выиграли игру, это просто, удовольствие получаешь за это. Был момент, когда ты начал выходить в старте, в команде, в стартовом составе. Журналисты во Франции немножечко начали писать, все понятно, папа, блат и так далее. А тебе вот этот момент, он сложно дался? Или ты особо не обращал внимания? Это просто не журналисты, больше люди говорили, знаешь. Мы про это разговаривали, мы думали про это, что будет 100%. Мы уже не избежать этого, да. Мы уже на это подготовились. И вначале мой отец знал, что я могу. Он мне не говорил вот это, но он мне потом сказал, что я знал, что ты мог. Мы подождали чуть-чуть. Подождали чуть-чуть, и потом сразу там директора, президент сказали, ставьте Женя. Ставь Женя. И сразу, когда ему сказали,
вперед, мы уже готовы были, вперед пошли. В одном из интервью, мне кажется, это вообще одно из самых милых вообще, что я читал, когда готовился к этой программе. Папа в одном из интервью сказал, что сборная Франции играет в классный волейбол. Вот это одни из сильнейших спортсменов. Ты улыбнулся и сказал, он так говорит, потому что там играет Женя Гребенников. Да, не, они всегда меня защищали, особенно моя мама. Просто первый год, когда иногда у меня был и конфликт с папой. Ну, это конфликт, это вообще... Ну, понятно, рабочий момент. Это ничего. Вообще, это, я не знаю, если можно называть конфликт, но мама всегда с моей стороны была. Аж если я ошибался. Не знаю, могу не проснуться на тренировку, или... Просто у меня машины не было, еще права не было. Что-то забыть, или... Ну, знаешь, когда 18 лет, можешь что-то. Молодой парень. Да. Или в школу не пойти, знаешь, там все звонят. И мама всегда защищает меня и говорит, не, ну он устал. Он устал, он много тренировок, ты требуешь из него вот это. И мама всегда за меня, но они всегда меня засчитывают, всегда аж, каждый раз во всю карьеру, аж сегодня, они мне всегда, не, Женя, все нормально, всегда защищают, всегда сзади меня, и это тоже мне помогло. Это важно, когда профессиональная карьера у тебя, и люди сзади тебя с тобой. Можно ли сказать, что вот этот вот твой этап, да, вот твоя вот эта карьера в какой-то период времени была именно настроена на то, что ты жил с мыслью, что я не могу их подвести? Папа, мама, брат. Я вышел на такой уровень, где я должен держать планку. Эти люди всегда за меня, и вот я должен не подвести. Я думаю, что у всех вот эта мечта есть, чтобы стараться до своей семьи. Но ты продолжил их дело, я вот про что говорю. Ты продолжил то, что они делали. Да, это важно, и хотела еще лучше сделать. Еще лучше сделать, просто... ты не хочешь просто... они все сделали для тебя, и ты просто вот это все бросил. Не, конечно, я старался, это вот это тоже, что моя карьера всегда старался один шаг вперед, не быстро, стоять на месте. Да, не стоять на месте, всегда шаг вперед. Это вот это, типа, я в Германию поехал, Фредди Шаффен, потом в Италию, потом сюда, в Россию. Всегда челлендж есть новый, и усиление вот этот челлендж, как сборной. Сначала попасть в сборную, потом играть в сборную, потом выиграть первые золото, потом Олимпийские игры. Все по чуть-чуть. И это, конечно, всегда наша мечта будет улучшение быть. Вот. И все. Про детство будем твое разговаривать. Ты говоришь о том, что ты вообще любил заниматься всеми активными видами спорта, игровыми и так далее. Но самый классный факт я про тебя прочитал, что попало так, что был чемпионат мира, когда Франция выиграла по футболу чемпионат мира. Да. И все, я думаю, не только вы, не только во Франции, но все фанатели от этого лысого невероятного красавчика, Зинедин Зидан, да. И правда ли, что ты на протяжении карьеры потом вот эту историю, 10-й номер пытался брать именно в честь Зидана? Да. Просто что мне понравилось, это что... я на площадке вообще неспокойный. Всегда шум из моего голоса приходит. Много эмоций показываю. А он прям... ровно. Ничего из него лица, ничего не видно. И мне что нравилось, это что, как он играет, это просто кажется ему, что все просто. Он двигается очень красиво. Хотя высокий такой достаточно, он высокий, но все равно он все спокойно делает, и все получалось у него, и очень красиво, как он двигается, мне очень нравилось. И это уважаю его за все, что он сделал, и тоже как человек он спокойный, тихо, все объясняет хорошо. И что он сделал на вот этот турнир, это нереально. И со сборной Франции, это я всегда... Мне нравился номер 10, и для него всегда его стараюсь взять. Здесь еще в Питере еще не получилось собрать номер 10. Но попытки будут еще у тебя продолжаться? Постараюсь. Окей, хорошо. Так, смотри, вот про детство все-таки, да, детство Жени Гребенникова. То есть, я так понимаю, это шебутной парень, который везде пытается все успеть, там поиграть, там поиграть, там поиграть, так далее. То есть, ты вообще был неусидчивый? Это что неусидчивый? Когда, знаешь, там, сидит дома, не знаю, читает невозможно. книжки. Нет. Типа как у меня, когда мы на море в кемпинге ходили тоже с родителями, там иногда мои родители отдыхали, 5 минут. Они покушали, и я сразу после 2-3 минуты уже... Жени уже нет. Уже нету с братом, вообще нету. Я не могу дома. Аж сейчас еще, когда я на каникулы с семьей на море, после 5 минут мне уже скучно вот так быть.
Я не могу. Мгм. Сразу пошли играть, что-то делаем. Дома также, там всегда моя мама мне говорила, перестань в волейбол играть, там пыль сейчас будет. Я говорю, да какой пыли, здесь нету пыли. Вот, да, всегда двигался, всегда что-то делал. И при всем при этом мы говорим о том, что Женя приходит в волейбол в 16 лет. В 16 лет я просто посерьезнее взял Да, волейбол. по-серьезному. Ага, просто время не было тренироваться постоянно. Хоккей был, на футбол Мгм. иногда-то ходил, учеба еще была. Волейбол, типа, Есть и есть. ну да, я ходил только в субботу, воскресенье, когда игры были. Мгм. Они мне говорят, да, Женя, приходи, помоги нам. И я с удовольствием ходил на игры, но на тренировке вообще не очень нравилось. А в детстве на какой позиции ты играл? Я был доигровщик, а когда со старшего играл, я на задней линии был, Мгм, мгм. принимал, подавал иногда-то, чтобы помочь. Мне не очень так тренировка, процесс по волейболу мне не очень нравилось. И когда 16 лет, посерьезнее все было, когда отец стал первый тренер от мой город, там, когда он мне привез с профессиональными играть, вообще все изменилось. А скажи, вот ты вот уже прошел огромный путь волейбольный, да, и многие там задаются вопросом, там, когда ребенка там отдать условно вот в волейбол, Не да? знаю. Честно, Нет ответа. Честно, тяжело сказать, это просто надо его оставлять чуть-чуть. Мгм. Типа, если у него желание есть, он будет удовольствие получать. В любое время можно. Да, это будет прогресс. А если он не хочет, просто давай иди на волейбол Мгм. поиграй. А если он не хочет, прогресс не будет. Он понят базу волейбола. Ну, если у него желания нету пойти, нет. В принципе, как и у меня сейчас младший ребенок, я ему говорю, на, поиграй в волейбол, если хочешь. Он говорит, не, я в футбол хочу. Мгм. Иди в футбол, Не буду пошли на заставлять, улицу. да. Не, Мгм. просто если хочешь футбол, иди в футбол. Они еще, молодые, они сами должны выбирать, я думаю, где им понравится. Пускай пробуют, и потом увидят, если нравится или не нравится. Переход вот твой доигровщик, либеро и так далее, мы понимаем, что доигровщик Это классно, это круто. забил Да. на трибуны, Вот так. овации и так далее. Да. Да. Ух, Футболку понеслась, да. сниму. Да, да. Какой интересный волейбол смотрит Женя Гребенников. Ладно, ну окей. Смотри, здесь ты, когда уже понимаешь, что все, папа сказал либеро, все уже серьезно и так далее, понимаем, что этих эмоций не хватает. Ты пробовал? Да, это катастрофа была. Мне, как я говорил тебе, это как мне в клетку поставили. Мгм, И я думаю, как мне, скучно. Не подаю. мгм. Блок — это самое круто для Мгм. меня, но я вообще не Не умею умеешь, блокировать. ты говоришь. Да. По руками быть, все классно, но я подумал, как удовольствие получить как либеро. Мгм. И начал двигаться по всю площадку, громко кричать. И что мне понравилось, это защиту делать. И сразу у меня появился такой смысл, что давай ни один мячик не будет падать. Мгм. И вот это я держу. Как началось, я думал, давай, не будет падать никакой мячик. Если я не на моей позиции, а пойду возьму другую позицию Мгм. и буду стараться. Всех подстрахую, всем помогу. Да. Ага. И сразу у меня кайф пошел на это. И что мне понравилось, когда я начал, я 2-3 защиты сделал, и сразу публика отвечает, типа, вау. Мгм. И сразу мне вот это понравилось, и старался, чтобы публика всегда со мной была, знаешь. И мне вот это понравилось, и вот здесь я нашел мой кайф, типа, как очко забивать или как блок делать. И вот это нашел в защите. А долго вот эта вот ломка вот это была, когда ты переходил? Да, 3-4 года. И потом, что мне понравилось, это что, была первая команда у нас, играли суббота вечером, потом с друзьями на вечеринку, всегда после игры. Когда ты молодой, время есть. И в воскресенье, Днем. когда ты уставший, мертвый, после обеда я ходил играться в старые команды. Ага. И там я удовольствие получал, просто я доигровщик играл. Там это было 4-й дивизион где-то. Мгм. И там я кайф получал, знаешь, все вот это, что я набирал всю неделю на тренировку как либеро, я Выплескал. потом в воскресенье ее вот это все снимал, и вот так я играл 2-3 года, помогал. Ритм тяжело было, просто школа, профессиональная команда, и еще со второй командой. Тяжело было, но зато я довольный был. У нас есть в программе блок о себе, когда мы заставляем гостя рассказывать про себя. Окей. Вот. Поэтому смотри, первый вопрос. Как бы ты мог описать Женю Гребенникова? Кто он такой? Позитивный, Мгм. улыбается, Мгм.
И все делать на максимум, когда на площадке. Мгм. А когда вне? Когда, когда в обычной жизни. Понятно. Окей, Все хорошо. спокойно, время есть. Не спешим. Да, не спешим. Тогда другой вопрос. Самое лучшее качество Жени Гребенникова и самое худшее, на твой взгляд? Ай, как по-русски сказать? Самое лучшее. Стараюсь помогать Мгм. люди на площадку и тоже не только про Мгм. волейбол. Ну, стараюсь помогать, если нужно. Что плохо? Да много что плохо. Ну, надо одно выбрать. Сильно нам не рассказывай все. Что можно сказать? Как по-русски перевести? Я могу доверять быстро кому-то, с время понял, что иногда это только на себя надо рассчитывать. Ага, то есть Вот то, что ты доверяешь людям, они могут подвести в какой-то момент. Да, Окей, да, мы да. разобрались. Отлично. Хорошо. Смотри, Женя Гребенников вне волейбола. Окей. Вот хобби, чем он занимается, свободное время? Окей. Когда начал карьеру, Мгм. честно, у меня была вот эта мечта. Я закончил учебу, просто я учился до 22 года Мгм. в университете, все получил. У меня мечта просто была, просыпался, когда хочу, когда день свободный, и просто PlayStation включить, Мгм. кофе попить, телевизор включить и вот так сидеть. Идеальный день Жени Гребенникова. Это было в начале, это просто Мгм. мой кайф был. Вечером приходишь, знаешь, покушал с друзьями, вечером приходишь также, телек, серия, все. Ну, свободно, просто не думаешь про учебы, про волейбола. Вот эта мечта была, просыпаться и делать, типа, что я хочу, когда я хочу. Жень. Когда нету тренировки, когда нету учебы. Но сейчас ты взрослый мальчик, 2 детей. Сейчас все изменилось. Жизнь Но- никогда не будет прежней. Да, и теперь, мечта просто, прогуляться на улицу с детьми, удовольствие получать с ними, играть в футбол, дома играть в баскетбол, много что делать с детьми, со семьей. Просто кайфует. Просто у нас, конечно, время мало, просто иногда там понятно, да. на выезде или со сборной, или с клубом, когда есть время с ними быть, это уже мой кайф. Раз тему детей затронули, футбол, плавание, они у тебя увлекаются этим. Да, Женя. все по чуть-чуть. Но- Просто им нравится все по чуть-чуть. Да, понятно, но папа, мама, брат у Жени и Женя Гребенников – это волейбол. Будет ли папа Женя Гребенников в какой-то момент, может быть, аккуратненько говорить, но футбол-то тяжело, вот волейбол попробуйте, рекомендую. Но они уже пробуют волейбол, там мячик уже есть дома, там сетку, знаешь, поставили маленькую, как можно. Хотелось бы что-то другого, конечно. Серьезно? То есть ты бы не настаивал на волейболе? Если они хотят, пускай. Конечно, учеба, знаешь, что-то... жизнь спортсмена не так простая. Что мне нравится, это что у тебя работа, тебе платят за что ты любишь делать, быть спортсменом. Это вообще нереально. Кайф, работа, удовольствие. Это самая лучшая работа в мире, честно. Надо ментально быть сильным, физика сильная. Не знаю, что может быть завтра. Много видов спорта есть, которые хорошие, мне нравятся. Пока они все по чуть-чуть им нравится, они все пробуют. Волейбол, да, им нравится тоже. Но что-то другого бы хотелось посмотреть, да, в семье. Женя Гребенников после волейбола. Ты думал об этом? Тренер 100% нет. Да, я вот это читал. Ты сказал, что это не твое, но при этом ты сам себе противоречишь и говоришь, а вот с детьми заниматься... С детьми, да. Но тренер детей мы рассматриваем такой вариант. Рассматриваем. Тренер, просто удовольствие, знаешь, когда ты кемп делаешь, лето, вот так, с ними побыть. Просто дети, они тебе дают что-то, они Энергию. улыбаются, энергия, они приходят здесь с удовольствием. А в профессиональный мир, знаешь, может люди просто прийти, просто у них контракт. И без удовольствия, без желания. А дети, у них всегда они приходят, они просто здесь посмеяться, поиграть, тебя увидеть, знаешь, и вот это может быть, да. Мне все, что удовольствие тебе дает в жизни, мне нравится очень. Женя Гребенников недавно запускает свой мерч, скажем так, да, в чем разбирается. У тебя наколенники ты начал делать. Да. То есть в какой момент вообще как-то идея пришла в твою У голову? меня уже вот это давно идея, где-то уже
5 лет назад начал на это работать. У нас в сборной, я помню, было, нам давали 3 пары наколенники. И в сборной ты всегда все чисто, у тебя форма красивая, все отлично, все ново. И наколенники у меня, знаешь, после 1-2 тренировки у меня все дырки были, все. Я думаю, а как потом ты приходишь на игры, у тебя дырки, наколенники, майка отлично, красиво, все. Ты идешь за сборную играть или за клуб, знаешь, важные игры, там много народа, и у тебя наколенники просто катастрофа, знаешь. Там белые, они уже стали черные или серые. И я думаю, у нас всегда такие же наколенники. Я подумал, почему я мои наколенники не сделаю, чтобы они не рвались, чтобы удобно мне были. И на это начал работать 5 лет назад. Я начал в Италии работать, думать, все, весь вот этот проект. И потом я... мало времени было с ним заниматься, просто везде идти. Чтобы найти вот это Каня, все вот это не так все просто. И брат мне помог чуть-чуть. И в январе мой первый наколенник, первый модель вышел, чтобы... первый, еще уже второй идет, скоро уже выйдет. Первый вот это идеально для меня, что я хотел, что мне нужно, чтобы не были дырки, и чтобы все отлично было. Какие эмоции испытал, когда вот вышел твой продукт? У меня большие эмоции были, когда прототип был. Просто я 2 года прототипы делал, где-то я их 10 сделал. Все отлично было, дизайн, все хорошо, но у меня проблема была с Каней, она рвалась всегда. То есть ты хотел сделать лучше, но не получалось пока не на тот момент? Не получалось. Я думаю, наверное, не можно сделать. И время чуть-чуть теряем на вот это, просто долго все вот это делать. У меня стресс пошел, и адреналина очень большая, просто мне мой брат пришел в Париж, и у нас первая игра от Олимпиады была против Сербии. И я думаю, не могу их на игры попробовать. Представляешь, если я их порву. И я помню, мой брат дает из трибуны, приходит, говорит, на, одевай. И я думаю, давай одену, посмотрел, думаю, вот это должно... Они мне говорят, 100% вот это пойдет. И я первый раз там защиту делаю, упал, смотрю на экран, первый раз нету дырки. Идеально. И я думаю, всю игру я вот так... Это первая игра от Олимпиады, представляешь, у меня уже... И ты головой в наколеннике. И я смотрю, я думаю, окей, и еще мы 5 партий играем. После партии я доволен, мы выиграли 3-2, и еще смотрю на наколенник, я думаю, все отлично. Я смотрю брата в трибуне, я говорю, все отлично, это вот это. И потом на всю Олимпиаду с ней играл, и мы выиграли. Так, я знаю, ты принес наколенники. Да, есть. Да. Давай посмотрим, как это выглядит вживую. Немногие это видели. Сразу красивое оформление, обратите внимание. Да, у нас пакет, я специально, просто, знаешь, иногда-то наколенники, они воняют. И ты можешь ее сразу на сумку, знаешь, поставить. Все дышит. Да. А то несколько раз Круто. я забывал... Я полезу вовнутрь. Ты можешь меня останавливать. Я полезу вовнутрь. Это так. вот protection, знаешь, который ты можешь снимать. По-нормальному ты ее не можешь снимать. То есть, получается, это, грубо говоря, сам наколенник, и ты в него вот эту всю историю вставляешь? Да, внутри. Я специально, знаешь, здесь сделал, чтобы отрывалось. Оп, ты вставляешь. Круто. Оп. И потом, когда, хочешь ее мыть, ты вот это снимаешь, чтобы она не ломалась, ничего. Знаешь, это напоминает ту историю, когда человек что-то делает не для того, чтобы, знаешь, типа там, я сделаю что-то, чтобы зарабатывать деньги. Нет, да, а это нет. человек, который сделал то, чтобы было удобно, потому что он знает как. Да, это вот это, что тоже мой объектив был, знаешь, чтобы лучше сделать, чтобы для меня было полезно, и тоже для других. Просто я увидел, что у них такие же проблемы, как у меня. Аж просто любители или профессиональные игроки, такие же проблемы. Что я хотел сделать тоже, вот это, все вот это медицинские ткани. Специально, чтобы хорошо тебе держало колено, чтобы не выпадало, чтобы не упало, ничего. И вот это, что не можешь порвать. Все вот это. И получается, сколько вот времени у тебя заняла разработка вот этого всего? 5 лет. 5 лет. 5 лет. 5 лет. Все вот это прототип 2,5 года. Я хотел раньше быстрее все сделать. Понятно, все так хотят. Нет. 5 лет человек занимается своей идеей, чтобы было лучше людям, которые играют в волейбол. И на Олимпиаде,
когда кажется, что Да. эксперименты ставить Да. не стоит, брат зовет трибуне и говорит, вот это, пожалуйста, на себя нацепи. И вот это круто. тоже, вот этот логотип, знаешь, вот это, Мгм. я оставил просто, ты не знаешь, если ты помнишь, у нас кроссовки были Рибок Да, и Пэмп. да, такая Здесь штучка был. была. Да, Ага. и просто хотел вспоминать, просто мне, когда я Мгм. молодой, мне нравилось вот эти кроссовки, вот это сделал тоже. В общем, это то, что Женя Гребенников сделал с большой душой Да. и большой любовью. Да. Мы говорим о том, что Женя Гребенников мечтает выиграть золото чемпионата России, чего Да, мы тебе конечно. искренне желаем, чтобы твоя мечта была реализована. Когда-нибудь была ли у тебя мысль, цель, желание именно вот поиграть в России? Потому что мы понимаем, Да. что корни у тебя Да. присутствуют, много родственников и так далее. Да. Да, сразу изначально у меня желание было, ну, просто, чтобы тоже узнать про мои корни, Мгм. встретиться с семьей, которая здесь. Я иногда это видел на каникулы, ну, очень мало. Как я попал в сборную, вообще каникул уже не Мгм. было. И хотелось увидеть, ну, корни от родителей, поучиться увидеть, как жизнь в России. Очень интересно для меня было. И как волейбол тоже. Сразу, когда у меня было 20-22 года, уже желание большое было. Но проблема это, что в России только 2 легионера. Очень тяжело это проблема. попасть. И учесть, что либеры не решают задачи в атаке. Да, вот. Аж если много иностранцев были как либера здесь, и это я ждал момент. И у меня всегда мечта была в карьере, чтобы, ну, объектив был сзади. Мгм. Не просто прийти в клуб вот так, ну, приходи и все. Лишь бы За прийти. год, ага. Мгм. У меня всегда было, где я был в Германии, я 2 года играл, потом в Италии я 7 сезон сыграл, там 3 в Чиитаново, потом 1 год в Модена, 2 в Тренту. И я ждал вот этот проект в России, где, ну, город хороший был для семьи, просто у меня семья со мной, Мгм. двое детей и жена. Надо было, ну, проекты, чтобы было клуб довольный и я довольный. Мгм. Чтобы что-то было, и хорошо поработали вместе. Вот эта мечта была. Ну, я ждал момент, просто 2 иностранца, тяжело в Италии, там можно 3, во Франции сколько хочешь, в Германии тоже. Это я ждал, и вот Питер пришел, ну, сейчас уже 3 сезона назад. Как тебе Санкт-Петербург? Очень красиво. Мне очень нравится. Очень нравится. У меня всегда желание было играть в большой город. Просто где я играл, там вообще очень маленькие города. Только в Рен хороший город был, откуда я. В Модена я был, там большой город тоже. Не как здесь, Мгм. большой город для Италии. Ну, там у меня было ковид. Это период, когда ковид был, там все закрыто, мы так все не увидели. Ну, а здесь очень крутой город, там здесь аж все виды спорта есть: баскетбол, гандбол, хоккей, футбол, все, что хочешь. Можешь пойти погулять, ресторан много разных есть. Очень красиво Архитектура. Да, вот это. Спасибо. И нет, здесь мне все очень нравится, да, конечно. Ну, тогда следующий пул вопросов для тебя будет достаточно понятный. Топ-3 лучших города в России. Ну, ты уже 3 сезона здесь. Питер, Раз. 100%. Пу-пу-пу. Я не могу Казань сказать, просто мы проиграли Лига Чемпионов там. Так. Проиграла Лига Чемпионов там, и еще чемпионат вот этот год. Я не могу Казань сказать. А давай скажем город, не арену, а город скажем. Давай. Москва тоже финал такой. Не, Есть Москва вообще очень- эта жизнь без волейбола, то он города не может из-за вас назвать. Не, Москва очень красивая тоже. Забираем Москву. Да, конечно. И третье давай Казань скажем. Казань, хорошо. Да. Поломался и согласился в итоге. Окей, хорошо. Продолжаем. 3 арены в России. Топ. Мне понравилась арена в Белгород. Первый сезон, когда мы там сыграли. Очень красивая арена. Там черно, классно. Мне понравилось. Арена в Питер. Ну, первая наша, Ну, конечно. Первая наша. Успел. Первая наша. Третья. Мне нравится атмосфера тоже в «Локомотив». Новосибирск. Да, поменьше арена, чем у нас, но атмосфера классная, зеленая, красная, там и болельщики очень близко к площадке, мне нравится. Топ-3 игрока в России. Сейчас Да. топ-3, Мгм. Хороший вопрос. Спасибо.
И с моей командой могу говорить? Ты можешь говорить все, что угодно. У Я тебя не есть буду- микрофон. Я не буду говорить. А то там еще 11 есть. Номер один Максим Михайлов, Раз. легенда. Второй, я не могу не сказать, я с ним 5 лет играл в Италии, Кристиансен. Мгм. Ну, мне много нравится. А? Ты бы Место- смог 10 только сказать. место много. одно осталось. Один, который я думаю, что он может еще лучше быть, Бабкевич. Мгм. Он аватар. Ты просто его синий покрасься, это аватар. Напомнить тебе о том, что ты говорил, что ты не будешь своих называть. Все, забыли, продолжаем. И это еще не Не, все. Бабкевич мне обязательно надо сказать. Все, Окей. договорились. Смотри, 3 года в России. Ты сказал, что много всего, погулять, Питер, много ресторанов. Да. Топ-3 русских блюда Жени Гребенникова. Пельмени. Пельмени номер один, и другие, ну, все по чуть-чуть, честно. То есть выберем пельмени и все по Пельмени чуть-чуть. для меня топ. Это топ. Это топ. Другие... Вау. Ну, пельмени... Все. Все, Все. Потом мне... все по чуть-чуть, да. Ну, мне лучше круассан покушать, знаешь. Да, пельмени номер один. Окей. Он далеко из всех других. Get your ass up. Get your ass up. Get your ass up. 2011 год, если я ничего не путаю, ты дебютируешь за сборную Франции. Да. Жень, первый выход в футболке национальной сборной. Какие эмоции испытал? Очень довольны. Тяжело было. Просто это первая игра против Италия была. Итальянцы. Сразу проверка. Сразу проверка, и там очень хорошая подача была. Очень довольны просто, типа, что мне отец говорил Мгм. про либеро, про вот этот выбор. Ну, получилось. Увидели, что возможно что-то сделать. Много эмоций, просто, ну, у всех вот эта мечта играть со свою сборную. И это очень довольны, когда гимн было, все вот это эмоции красивые были. Я всегда вспомню вот эту игру. Ты много выигрываешь в составе сборной, Европа, там, мировые туры и так далее, да, но, понятно, особняком стоят 2 золота Олимпийских игр. Безусловно, наверное, самые яркие эмоции для спортсмена, которые только могут быть. Я хочу сначала про первую Олимпиаду у тебя спросить. Первое золото. Ты говоришь в интервью, когда упал победный мяч, Да, мы уже в этот момент думали про домашнюю Да. Олимпиаду. да. Я читал это интервью, и я Да. ехал за рулем и такой, ну он Да. меня обманывает. Не-не. Ну не бывает так. Не. Женя, ты выиграл Олимпиаду. После один день, не после как последний мячик. Вот, все, я докопался до истины. после один день просто тебе сразу люди говорят Париж, Париж, Париж. У нас вот это просто мы организовали вот это, и все говорили Париж, Париж. Типа, ну блин, Париж, оставьте, мы только сейчас... Дайте нам порадоваться Да. сейчас здесь. Ага. Париж, 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 Париж. На Париже будет лучше, ва. Он говорит, я вот это сказал, просто, ну, после один день все про Париж разговаривали, и все уже думали про Париж. Мы хотим так же сделать в Париж. Вот 2 Олимпиады ты выиграл, да? 2 золота. Да. Мы сейчас Нереально, даже... кажется. Да. Уберем давай за скобки сейчас даже домашнюю. Вот просто вот 2 Олимпиады представим. Да. И первая Олимпиада, она была ковидная, она была без зрителей. Да. Насколько ты недополучил эмоции от победы вот тогда? Мы получили эмоции в нашей группе. Друг от друга. Друг команда. от друга, команды. Просто мы, знаешь, у нас сборная, вообще, я думаю, что она не как у других сборных. Просто мы уже знаем 15 лет, 20 лет все вместе. Они как мои, ну, братья, знаешь. Мы вместе все прошли. Там, я думаю, про НГП, Тунюти, Кевин Тилли, Легов. И к нам всегда приходили новые, молодые. Шиненезе, Клевно, Бризар. И типа у нас типа большая семья внутри. И у нас Лоренти вот это все
типа это был наш отец, Мгм. который все контролировал, и не было зрителей, ну, мы уже поняли это после первой игры. Окей, Мгм. тяжело, еще нам нравится шоу делать, знаешь, с Мгм. публики Ну да, играть, вот понятно. это. Эмоции. Эмоции получать от них, им давать Давать эмоции. тоже, да. И мы между нами вот эти эмоции попробовали держать, чтобы получать их все вместе, где мы жили, на площадке, где тренировались. И это вот это у нас типа, я не знаю, у нас во Франции говорят бюль, типа все вместе вот так Мгм. были. Мгм. Объединение какое-то. Да, ага. Чтобы ничего к нам не трогалось, чтобы всегда вместе были, и мы вот это держали до конца. Это вот это, что мы удовольствие очень много получили, просто мы поняли все вместе, что мы вот это выиграли первую Олимпиаду, это нереально. Мгм. Просто никто нас не ожидал, ну, не ждал нам вот этот уровень, особенно когда мы проиграли первую игру против американцев 3-0, Мгм. и все уже договорили, американцы чемпионы, Чемпионы, да. олимпийские чемпионы. И мы аж сами думали, мы готовились, ну, все вот эти года, чтобы вот этот момент были после Рио, просто в Рио у нас не Мгм. получилось. И мы думали, ну, у нас не получится, просто другие команды сильнее нас. И мы после этого, ну, не сдались и вернулись как группа, и всегда вот эти эмоции держали все вместе. Именно командой победили. Да, ага. И, конечно, жалко, что не было ни нашей семьи, наших друзей, которые приходят в трибуны. Но это для всех сборных, вот так, для всей команды так было. Это вот это у нас сила была в команде, удовольствие получать после игры, после победы между нами. Олимпиада в Париже. Проходит время. То, о чем вам говорят, вбивают в голову. Это самое главное, вообще, самый главный старт в вашей Да. жизни. Это давило? Давило нет. Ну, что мне жалко было, перед Олимпиадой я думал, окей, выиграть 2 Олимпиады это нереально. Мгм. Давай Так пошли не бороться. бывает. Ну, это в истории очень мало их. Мгм. Мы думаем, давай будем бороться до конца, до медали. И там просто вот это Олимпийские игры, это было, ну, уровень вообще огромный был. Ну, на все Олимпиады уровень очень хороший. Мне просто было, мне жалко было, я думал, вау, мы в Токио золото выиграем, а в Париже что будет? Представляешь, мы ничего не выиграем. Не стыдно будет, ну просто жалко будет. Можно вот ту медальку вот сюда, да? Да, вот это, я вот это думал. Я всегда думал, вау, как жалко, блин. Они у нас... Я не хотел, чтобы команда другая сборная выиграла у нас. Да, дома. Мгм. А мы в Токио выиграли, у нас публика, ничего не было, а здесь они, какая-то команда выиграет у нас, перед нашими друзьями, перед нашей семьей, перед нашей публикой. И вот это мне было жалко. Это нам дало сила, чтобы эмоции получить с нашей публики. Это вот это, что я думаю, что мы не сдались от этого. Финал. Достаточно уверенная победа. 3-0. Да. Аж нереально. Да, что-то нереально, да. Понятно, что, наверное, это самые яркие эмоции, но я хочу сейчас про них чуть попозже спросить. Полуфинальный матч. Да. Яркие эмоции, ты говоришь, в финал. У меня больше яркие эмоции было в полуфинал. Вот я и говорю, не сложилось ли ощущение, что вы Олимпиаду выиграли в полуфинале? Да. У меня такая же... Я так же думаю, просто... Четвертый финал кое-как выиграли. 3-2. Там 2-0 было для Германии. Мы знали, что Германия... Ну, мы против них фавориты были. Мгм. Мы знаем, что они хорошая команда, у них против нас нечего проиграть. Мгм. Это для них это только бонус было. Ты играешь против Франции, которая играет дома. Если ты их обыграешь и в полуфинал попадешь, там 2-0 проигрывали. Если бы не было публика, если бы были, не знаю, в Улетели бы, да? мы бы проиграли 3-0, 100%. И после этот момент мы выиграли 3-2. Я помню, мы разговариваем, говорит, никогда уже в жизни вот это не хотим. Нам надо сразу 100% из начала. Мгм. И что произошло против итальянцев? Мы сказали, если мы не будем на 100% сначала, они нас выиграют, просто нам всегда уже 2 года, вот это говорит наш тренер став. Польша и Италия по статистику, я вообще не люблю статистику, они по статистике везде лучше. Что у нас может быть получше, это прием и защита. Нам надо быть на максимум везде, чтобы, может быть, их обыграть. Это вот это на максимум сразу в начале, и пошло вот так 3-0. Нереальную игру сделал против итальянцев. И когда ты
в полуфинал на Олимпиаду, ты же знаешь, что сзади у тебя может быть финал, где у тебя уже медали есть. 100% ты гарантировал её. 100%. Это в голове, это все меняет. А если ты, представляешь, будешь играть За Три- третье, за третье, есть четвёр- нет права на ошибку. катастрофа. Мгм. Для меня проще играть в финал, чем третье, четвертое место. Просто ты можешь выйти с Олимпиады без ничего. И мы, когда, я помню, чемпионат мира, один раз мы играли за третье, четвертое место. После полуфинала мы пустые, мертвые. Просто мы много отдаем энергии. И вообще не могли играть за третье место. Ничего не получалось. И это вот это, что мы все дали в полуфинал. Все отдали, все эмоции. Перед финальной игрой, вот эта ночь, когда ты понимаешь, что да, вы уже с медалью, как ты говоришь, да, и при всем при этом мы понимаем, что вот тогда, наверное, все выиграли. Ты гнал эту мысль от себя, чтобы она не помешала в финале? А то, знаешь, так мы обыграли итальянцев, все, Польшу мы точно выиграли. Не, вот это у меня вообще аж я аж не думал, что мы против Польши выиграем. Просто мы обыграли итальянцев, которые по статистике лучше нас играли уже 2 года. Поляки также. И поляки, они уже ждут вот это, не знаю, сколько время. Особенно против нас. Просто против Токио. В Токио мы у них выиграли там 3-2 кое-как. Я просто хороший, у меня удовольствие было после полуфинал, просто хотела вот эту эмоцию держать еще, просто ты думаешь, вау, выиграли мы финал, как классно, кайфуешь, ты гуляешь себя там чуть-чуть там вилледж, кушаешь с удовольствием, знаешь, ну все Задача классно. минимум выполнена. Ну минимум уже Да. выполнено, и ты уже довольный. И просто вот это, знаешь, ты хочешь чуть-чуть побольше покайфуить, а у тебя сразу через день уже финал, ты уже сразу фокус. Это все сбивает, знаешь, все быстро, думаешь, ну, оставь меня в покое, я в Дайте финал. мне покайфовать, Да, ребята. оставь меня в покое, пожалуйста. А уже финал в 13 часов, там, не помню, когда было. И сразу ты уже фокус и думаешь про вот этот финал, как хорошо поготовиться, как быть готовы на 100%. И мы также подумали, вперед, ребята. Женя Гребенников говорит о том, что после той Олимпиады мяч упал и через день уже думал о домашней Олимпиаде. Жень, падает мяч победный с Польшей. Что у Жени Гребенникова внутри? Потому что он сделал то, во что он даже не верил. Это момент вообще нереально. Мы все в шоке. Все в шоке. Просто выиграть, уже выиграть у итальянцев и у поляки, это вау, это очень круто. 3-0, 3-0, просто мы в шоке. Я тебе честно говорю, мы в шоке. Никто не верит, что мы сделали. Мы просто, когда упал последний мяч, мы думаем, вау, а что теперь? Знаешь, типа мы еще второй раз олимпийские чемпионы, кажется, нереально. И очень довольны, просто вот эта мечта, которую я тебе говорю, что я не хочу, чтобы другая команда выиграла в Париже у нас дома. Но не произошло. И это мы выиграли, это просто... Ты думаешь, что тебе ничего не может лучше быть в жизни, просто у тебя семья, родители есть, все друзья Все видят. с тобой, и ты еще играешь с ребятами, которые ты уже вот этот проект строишь 10 лет, 15 лет, и всегда в мысли тебя было, когда ты молодой был. «Зенит Санкт-Петербург». 3 года твое сердце здесь. Продолжаешь выступать за этот клуб. Любимец. Естественно, тебя знают абсолютно все. Я не хочу прям детально вот про все 3 сезона говорить. Я хочу начать, наверное, с самого главного. Правда ли, что сейчас для тебя вот первая и, наверное, единственная цель, да, это выиграть золото именно «Зенитом»? Да. Мне не нравится, когда задача не сделали. И мне нравится челлендж. Здесь же никогда не выиграли золото. У меня такое желание, чтобы быть первым. Кто это сделает? Да. Это вот это я хочу оставаться, просто я хочу вот это выиграть. У меня, конечно, большое желание, и во всех клубах, где я был, я всегда золото выиграл. Аж мы в клуб в Рен, мы Кубок Франции выиграли, я не знаю как. У меня просто в Модена не получилось, просто команда не так сильно была от COVID, у нас проблемы там деньгами были, и несколько хороших игроки ушли. Это вот это цель с клубом выиграть золото, это в «Зените», это самое большое. Это вот это, что я прихожу каждый день на тренировку, чтобы получить вот это золото,
Не знаем, когда это будет. Мы понимаем, что, естественно, сотрудничество игрок-клуб — это достаточно сложная механика, да, это должен быть интерес с обоих сторон. Конечно. Но можно ли сказать, такой провокационный, может, где-то вопрос, что на данный период времени, вот пока ты эту цель не выполнишь, Да. ты будешь здесь? Я думаю, что я выйду, да. У меня желание такое, чтобы выиграть. Я уже говорил, я шутил в тот раз, я говорю, я не уйду отсюда, пока не выиграю золото. Просто хочется уйти отсюда. Ну, не уйти отсюда, а типа, с чем-то. Уже, медаль получили, но для меня, честно, вторая или другое место, это не так же. Для меня это типа, медалью выиграли, цель мой... Не достигнута. Да. Питер для тебя уникальный клуб, потому что он помог тебе вернуться туда, где тебе было хорошо. Я имею в виду про позицию доигровщика. Да. Окей, где То было есть хорошо. был случай, когда была безвыходная ситуация, и тебе пришлось уходить в доигров. Как да, это в было? Лиге Чемпионов. Тяжело было. Тяжело было просто... У нас ковид было у всей команды. Это в Лиге Чемпионов против из Сербии команда. И было обязательно нам быть 6 на площадку. Я помню, сказал, если хотите, я готов. Сам. Да. Извините, вы про меня не забыли? У меня так желание было блок поставить, но не получилось. И мы проиграли, к сожалению, но зато мы прошли на следующий круг. Я 3 дня не ходил. Я После мертвый был. Я все отдал. Все, что мог, я отдал. А потом в чемпионате России не было желания еще? Не, потом все вернулись. Все, кто, у ковид было, все вернулись. И не получилось. Конечно, желание бы было у Соколов 2-3 блока сделать. Не знаю, если бы получилось. Не, желание всегда есть. Но сейчас у меня уже 34 года. Я не знаю, если я всю игру могу поддержать. Не знаю. В этом сезоне, в прошедшем сезоне, команду возглавил Владимир Олекна, человек, который не нуждается в представлении. Когда узнал, что именно этот специалист возвращается, возглавляет твою команду, насколько это было, может быть, где-то волнительно, либо, наоборот, желание поработать с этим человеком точно есть, потому что вы встречались, но на разных сторонах сетки? Он много выиграл против меня. Не, желание было просто у человека, который честный, тебе говорит, что он ожидает от тебя, что он хочет. И когда Романович мне звонил, сказал, на следующий год ты хочешь быть? Я сразу сказал 100%. Просто уже когда тебе кто-то звонит, это что он тебе хочет с тобой и работает с тобой, и это сразу тебе дает энергию, тебе дает желание тоже. И сразу я сказал, да, вперед. Чтобы увидеть, что он мне может дать для меня, тоже для команды, чтобы улучшить уровень наш. Он сколько много выиграл, особенно Лига Чемпионов. И хотел понять тоже, как он вот это все сделал с Томазо, чтобы с Тотало, чтобы увидеть, как они вот это все строили, чтобы выиграть много титулов с Зенит Казань и со сборной России, как они сделали. Это вот это, что он, для клуба наш Зенит Санкт-Петербург, чтобы развивал вот этот клуб, он очень важный для нас. Ты чуть-чуть ответил, наверное, на следующий вопрос. Он финальный в этом блоке. Сезон 24-25 подошел к концу, да, и мы говорим о том, что «Зенит» выиграл серебряные медали. С одной стороны, Женя Гребенников говорит нам о том, что, для меня вот первое, все остальное... Знаешь, ты говоришь выиграл серебряную. Но ты мне сейчас хочешь сказать, что проиграл за первое, да? Вот с этим сопоставить. Я больше вот так. Я согласен. Эта дискуссия у меня долго бывает с спортсменом на тему того, что лучше выиграть бронзовую медаль, но при этом... я не про это говорю, просто ты говоришь выиграть. Жень, проделал... Подожди, просто интересно, знаешь, Смотри, много говорят. большой сезон. Да. Большой сезон, в котором вы много работали. Не, согласен с тобой. Итог этого сезона... Но ты говоришь выигрывать. Хорошо. Вы проиграли матч за золото. Вот У это... тебя нету золотой медали чемпионата России. Твоя мечта остается мечтой. Вот. Нет, на самом деле, я к тому, что была проделана колоссальная работа. Да, и конечно. когда вы начинали сезон, было очень тяжело. Конечно. Очень тяжело. Не, за этот медаль мы очень довольны, конечно. Вот эта фраза, которую ты говоришь, мы выиграли серебро. Да. Не согласен. Понял. Хорошо, услышал. Ты не думал о том, что, раз мы в таком веселом настроении с тобой разговариваем, ты не думал о том, что команда заняла второе место, чтобы Гребенников точно не уехал и продолжил играть за «Зенит Санкт-Петербург»?
Не, не, это не, конечно, нет. Не, у меня уже контракт был. Они не смогли мне вот это сделать. Нет, хорошо, давай так. Я понимаю, что Женя, он максималист. Есть золото и больше ничего. Это тоже круто. Но все-таки, вот если оценку этому сезону давать, вот все началось с чистого листа. 10 из 10. Давай 9,5 после золота. Да, 9,5. Хорошо. 9,5. Но ты уже понимаешь о том, что этот «Зенит» может в следующем году сделать еще больше. Может быть. Не могу тебе сказать. Может быть. Да, просто у нас, конечно, Бабкевич, Динейкин, Марлон Янт, они игроки, еще молодые, они могут еще намного больше развиваться, я думаю. Они могут что-то добавить для команды. Может быть, не могу сказать. Вот это скажу, когда увижу команду, новый состав, все, что вокруг новое будет. Тяжело все сказать, да. Может быть. Давай договоримся на берегу, пока камеры включим, чтобы ты потом не слился. Когда Женя Гребенников выигрывает золото чемпионата России, мы делаем с тобой еще одну программу? Конечно. Все, записали? Все. Спасибо большое. В конце нашей беседы я, во-первых, хочу тебе сказать огромное спасибо за волейбол. Спасибо вам. За то, что ты настолько сильно любишь его, потому что мы в какой-то момент, когда начали вот этим заниматься, этим проектом, мы поняли, что мы хотим, чтобы вот те эмоции, которые мы испытываем, испытывали люди, которые посмотрят эту программу. Вот. И когда ты еще сидишь с человеком, который дает те же самые эмоции, это невероятно круто. Это начнем с благодарности. Спасибо. Теперь, собственно, не надейся, что вопросы на этом закончились. В чем секрет Жени Гребенникова? Окей. Все, что тактика, техника, я стараюсь ее получше стать каждый день. Но не так все просто. Просто, что мне помогло в моей карьере, и что я понял, это что надо всегда быть на 100%. Аж когда ты разминаешься, когда ты идешь на парах, просто простые упражнения, надо всегда ее делать на 100%. Просто это тебе помогает быть лучше каждый день и быть лучше на игре. Просто все, что происходит в тренировке, процесс, будет на игре. А на игре у тебя стресс, публика, твоя команда, счет. Все есть. Если ты вот базу нехорошо делаешь на тренировку и на максимум, ты такие сенсации не получишь на игру. Это Чудес не бывает. Да, это вот это я всегда стараюсь, и что у меня получается, я думаю, что это за это у меня лучше получается быть на 100%. Просто, не знаю, как по-русски сказать, attitude, твой корпус. Ты должен показывать тоже твои партнеры, что ты готов. Ты включен в процесс. Да. И это очень важно. Просто если ты ходишь вот так, кто с тобой пойдет бороться? Эмоция, настроение и так далее. Я думаю, что это очень важно, просто это помогает команду и тоже на соперника. Они видят, что ты готов, что ты не вот так пришел просто поиграть в мячик. Ты здесь готов, чтобы бороться до конца и выиграть. Это вот это, что я думаю, что это очень важный процесс тренировки. Это много специалистов говорит, надо тренироваться, готовиться. Но мало кто так делает. Делают, кто самый лучший, они делают это, но это надо делать не на 15%, надо делать на 100%, чтобы еще видеть прогресс и чтобы оставаться тоже на лучший уровень. Это, я думаю, что это моя сила сегодня. Техника, тактика. Тактика я вообще не разбираюсь. Техника, ты на меня смотришь, ты думаешь, почему он в 3 метра на защите? Почему у него руки вот так, почему он вот так делает? Знаешь, мне всегда тренера говорили, надо чуть-чуть вот так сделать, побольше. И потом они поняли, Женя, делай как чувствуешь. Как чувствуешь. Просто если ты мне в клетку закрываешь, я буду вот так грустный. И я не знаю вот это делать, как обычно. Я делаю, как я хочу чувствовать, и просто я стараюсь его делать тоже на тренировку, и вот эти потом люди понимают. И
Просто я стараюсь всегда на 100%. Если я бы был на 50%, они бы любят бы сказать, нет, здесь стои и делай, защита, прием. Но они видят, что я на максимум, и это мне очень много помогло. Знаешь, ты здесь пустыми руками. Есть Не- футболочка твоя, да? Футболка. Эх, посмотрите, посмотрите. Серебряный призер чемпионата России. Женя Гребенников, «Зенит» Санкт-Петербург. Конечно же, эта футболочка, так красиво, мы ее вот здесь повесим. Эту футболочку мы обязательно разыграем среди наших подписчиков в нашем телеграм-канале «Лица волейбола». Вот такой у нас получился юбилейный 40-й выпуск. Женя Гребенников, двукратный олимпийский чемпион, игрок сборной Франции и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Жень, просто продолжай делать то, что ты делаешь, потому Спасибо. что это Вы завораживает. тоже. Спасибо. И мы невероятно кайфуем от тебя, а ты кайфуй от нас. Все, спасибо. Увидимся. Счастливо. Пока. Всем и вам пока тоже.